Всем привет! Сегодня мы покажем знаменитую Советскую улицу, самый красивый пешеходный бульвар Бреста. Это первое место, куда стоит отправиться в этом очаровательном городке. Стартуем на пересечении Машерова и Советской, в месте, где установлены часы, показывающие время зажжения фонарей. Досмотрите видео до конца, и вы убедитесь, что на бульваре стоит побывать как минимум дважды – днем и на закате. Проходим мимо многочисленных ресторанчиков и магазинов. Вот, например, фирменная лавка бренда «Красный пищевик». А вот скульптура летучей мыши, которая держит в лапках керосиновую лампу. Это символ того, что в Бресте никогда не наступит тьма. Запомните это место и досмотрите видео до конца. Мы сюда еще вернемся. По адресу Советская, 101 находится знаменитая аптека Гринберга. Она была открыта в 1925 году. Ее уникальность в том, что за всю историю она ни дня не изменяла своему предназначению. Менялись власти, менялась жизнь города, а старинная аптека всегда продолжала работать. Подходим к фирменному магазину шоколадной фабрики «Спартак». Посмотрите наше видео с обзором цен на самые популярные сладости. Вы удивитесь, насколько тут низкие цены. В аккуратных и симпатичных домиках на Советской находится еще несколько важных магазинов белорусских брендов. Здесь продают знаменитые часы «Луч», качественную обувь, косметику, трикотаж. Мы привыкли, что в большинстве городов на главных пешеходных аллеях находятся бутики, дорогие рестораны, сувенирные лавки. Брест нас по-хорошему удивил в этом плане. Вот гостиный двор. В нем продают товары местных и европейских брендов. Посмотрите, какое красивое здание он занимает. И как хороша сама пешеходная улица. Здесь много лавочек, и в любое время есть отдыхающие. На Советской можно просто погулять, посидеть на симпатичных скамеечках, перекусить или заняться шопингом. Так что если вы приехали в город на один день, вам сразу сюда. Мы дошли до кинотеатра «Беларусь». Он построен на месте бывшей синагоги. Она превратилась в кинотеатр в 1944 году. Напротив – горный клуб. Их вообще очень много по Бресту и всей Беларуси. Рассматривать аккуратные исторические домики на Советской можно бесконечно. Вот, например, кофейня в очаровательном кирпичном здании, а следом фирменный магазин «Коммунарки». Интересно, что сувенирных магазинов на пешеходке немного. Мы зашли в один. Цены не кусаются. Огромный хэштег «Любовь есть» – подарок Брестского мясокомбината горожанам на День города. Разумеется, арт-объект тут же стал популярным местом для фотографий. Идем дальше. На пересечении Советской с улицей Гоголя видим 15-метровый памятник, установленный к тысячелетию Бреста. Он появился здесь в 2009 году, заранее. Город празднует важную дату в 2019. Интересно, что памятник построен на добровольные пожертвования граждан. На нем установлены скульптуры великих князей и отрисованы исторические сюжеты. А пешеходная улица продолжается. Ее длина, кстати, более 1,5 километров. И у каждого дома хочется задержаться, чтобы полюбоваться его красотой.
За время своего существования Советская улица поменяла не одно название. Вот, например, скульптура в честь одного из них – Миллионная. Современное название Советская получила только в 1944 году. А это еще один торговый центр в красивом историческом здании. Рядом с ним находится скульптура «Счастливый сапог». Существует поверье, что каждого, кто его примерит, ждет неслыханное богатство. От желающих, конечно, отбоя нет. На Советской много цветов и красивые зоны отдыха. Посмотрите на эту декоративную беседку. Очень красиво. А еще тут много кафешек и ресторанов белорусской кухни. Да, цены здесь повыше, чем в менее туристических местах, но сильно завышенными их не назовешь. Мы, например, нашли драники по 7 рублей за большую порцию. Для главной улицы города это недорого. Каждый уголок на Советской улице таит в себе что-то особенное. Иногда приятно просто сесть на лавочку и рассмотреть все детали вокруг, а по некоторым местам хочется пройти не один раз. Напишите в комментариях, часто ли в путешествиях вы где-то неспешно гуляете или обычно спешите, чтобы успеть посмотреть как можно больше. Посмотрите, какой очаровательный трубач венчает эту беседку. На Советской часто ходят группы туристов с экскурсиями. Мы тоже послушали, нам понравилось. В описании оставим для вас ссылочки на интересные варианты. Обязательно посмотрите, если собираетесь в Брест. Пешеходная часть Советской улицы заканчивается на пересечении с Пушкинской. Но, как и обещали, мы вернемся сюда вечером. И снова скульптура летучей мыши. Именно здесь вечером нужно ждать фонарщика. Как только зазвучит музыка, это знак, что он вот-вот появится. А вот и он, на фоне заката. Это очень красиво. Помните часы в самом начале видео? Обязательно посмотрите, на какое время они установлены, и приходите в назначенный час, чтобы полюбоваться, как фонарщик зажигает керосиновые лампы. Он делает это каждый день, в любое время года, в любую погоду. Фонарщик напоминает сказочного персонажа, а его работа всегда сопровождает аплодисменты. Во время своего ритуала он делает несколько остановок, чтобы все желающие могли подержаться за пуговицу на его пиджаке, загадать желание и сфотографироваться. На этом мы заканчиваем прогулку. Ставьте лайк, если вам понравилась Советская улица. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы гулять с нами и дальше.